История Apple начинается с того, что Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом и Стивом Возняком. Их первая модель компьютера, Apple I, была создана в гараже родителей Джобса. В результате этой инновационной работы Apple сегодня является одной из самых ценных компаний в мире, известной своими инновационными продуктами, такими как iPhone, iPad и MacBook, а также значительными достижениями в области программного обеспечения и дизайна. Эти успехи стали возможны благодаря многим новшествам, введенным Apple, таким как сенсорный интерфейс на iPhone и iPad, App Store и iTunes, что изменило способы взаимодействия пользователей с технологиями. История создания Apple неразрывно связана с биографиями двух ее основателей. Стив Джобс родился в 1955 году и с детства увлекался электроникой. Он бросил колледж, чтобы сосредоточиться на своей страсти к технологиям, и в конечном итоге стал одним из самых известных предпринимателей мира. Его видение и инновационный подход стали ключевыми факторами успеха Apple. Стив Возняк, с другой стороны, родился в 1950 году и с детства проявлял интерес к электронике и программированию. Он разработал первый компьютер, Apple, и стал ключевой фигурой в технологическом развитии компании. Их встреча и сотрудничество были судьбоносными. Джобс и Возняк встретились в середине 1970-х годов и быстро подружились благодаря общим интересам в области электроники и технологий. Это стало началом их успешного сотрудничества. Идея создания Apple возникла у Джобса и Возняка, когда они поняли, что могут создать доступный и функциональный персональный компьютер, который будет востребован на рынке. Ранние проекты и эксперименты с электроникой привели их к созданию первого компьютера Apple I. Это была искра гениальности, которая впоследствии вылилась в рождение Apple Computer Incorporated в 1976 году. Первые шаги Apple были сделаны в гараже родителей Джобса, где они создали первые компьютеры Apple I. Это было дешевое и доступное место для работы, что позволяло сэкономить на аренде офиса. Ночи без сна, которые Джобс и Возняк проводили, создавая прототипы и тестируя свои устройства, привели к созданию первых успешных продуктов компании. Изначальная поддержка семьи и друзей сыграла важную роль, предоставив им ресурсы и моральную поддержку на ранних этапах развития компании. Технические особенности Apple I сделали его первым успешным продуктом компании. Этот компьютер включал в себя базовые функции, необходимые для работы, и был продан как набор для сборки. Сборка первых компьютеров Apple I вручную в гараже Джобса и Возняка была кропотливым процессом, требующим внимания к деталям. Первые пользователи Apple I высоко оценили его функциональность и простоту использования, что помогло компании завоевать первых клиентов и получить положительные отзывы. Тем не менее, на начальном этапе Apple столкнулась с финансовыми трудностями, так как требовались значительные средства для производства и маркетинга продуктов. Знакомство с Майком Маркуло, инвестором и предпринимателем, стало ключевым моментом в истории Apple, так как он вложил значительные средства в компанию и помог ей с управлением и стратегией. Эти инвестиции позволили Apple расширить производство и начать масштабный маркетинг, что стало ключевым фактором успеха компании. Первый шаг Apple на рынок состоялся на собрании Homebrew Computer Club, где Apple I получил положительные отзывы от энтузиастов и потенциальных клиентов. Сотрудничество с местными магазинами электроники позволило Apple увеличить продажи и повысить узнаваемость бренда. Первые продажи Apple I подтвердили высокий интерес к продукту, а положительные отзывы покупателей способствовали дальнейшему росту компании. С последующим развитием Apple II компания сделала значительный шаг вперед. Apple II стал первым коммерчески успешным продуктом компании, включавшим в себя цветную графику и возможность расширения. Этот компьютер был одним из первых с поддержкой цветной графики, что сделало его привлекательным для широкой аудитории, включая домашних пользователей и образовательные учреждения. Стив Возняк сыграл ключевую роль в разработке Apple II, используя свой технический гений для создания инновационного продукта, который стал основой успеха компании. Реакция рынка на Apple II была положительной, благодаря его функциональности и простоте использования. Это был первый массово успешный продукт компании. Участие Apple в крупных выставках, таких как West Coast Computer Fair, помогло привлечь внимание к Apple II и увеличить продажи. Apple II стал популярным среди домашних пользователей и образовательных учреждений, что способствовало быстрому росту продаж и расширению компании. Маркетинговые компании Apple сыграли важную роль в успехе Apple II.
Креативные и запоминающиеся рекламные ролики помогли привлечь внимание к продукту. Успешные маркетинговые стратегии помогли сформировать узнаваемый бренд Apple, ассоциирующийся с инновациями и качеством. Стив Джобс был ключевой фигурой в разработке маркетинговых стратегий компании, и его видение и креативный подход сыграли важную роль в успехе Apple. Следующим важным этапом в истории Apple стало создание Macintosh. Проект Лиза был одной из первых попыток Apple создать компьютер с графическим интерфейсом, но он не стал коммерчески успешным из-за высокой цены и технических проблем. Macintosh стал первым успешным компьютером с графическим интерфейсом, который был доступен широкой аудитории. Его запуск в 1984 году ознаменовал новый этап в истории Apple. Знаменитая реклама 1984 стала культовым событием в истории маркетинга и помогла привлечь внимание к новому продукту Apple. Введение iPod в 2001 году произвело революцию в музыкальной индустрии, сделав цифровую музыку доступной для массового потребителя и изменив способы потребления музыки. Запуск iPhone в 2007 году изменил индустрию мобильных телефонов, представив сенсорный экран и инновационные функции, которые стали стандартом для смартфонов. Введение iPad в 2010 году создало новый рынок планшетов, предлагая пользователям устройства для потребления контента и работы в мобильных условиях. Разработка macOS стала одной из самых популярных операционных систем для персональных компьютеров, предлагая интуитивно понятный интерфейс и высокую производительность. Запуск App Store в 2008 году произвел революцию в распространении программного обеспечения, предоставив разработчикам платформу для продаж и дистрибуции приложений. Введение iCloud в 2011 году позволило пользователям синхронизировать данные между устройствами и создало интегрированную экосистему Apple, улучшив пользовательский опыт. Однако, на пути к успеху компания столкнулась с внутренними конфликтами. Конфликты между Джобсом и руководством компании привели к его уходу из Apple в 1985 году, что стало серьезным ударом для компании. Основной причиной увольнения Джобса стали разногласия с Джоном Скалли, которого Джобс сам пригласил в компанию. После ухода Джобса компания столкнулась с рядом проблем, включая снижение инновационной активности и утрату лидерства на рынке. В этот период новое руководство пыталось вернуть компанию к прибыльности и инновациям. Однако Apple столкнулась с проблемами в разработке новых продуктов и стратегическом управлении, что привело к снижению рыночной доли и ухудшению финансовых показателей. Без Джобса компания потеряла значительную часть своей рыночной стоимости и столкнулась с проблемами в конкуренции с другими технологическими гигантами. Тем не менее, в 1997 году Джобс вернулся в Apple, что стало поворотным моментом для компании и ее дальнейшего развития. Джобс повел реструктуризацию компании, сократил количество продуктов и сосредоточился на разработке новых инновационных решений, таких как iMac. Запуск iMac в 1998 году помог вернуть компанию к прибыльности и восстановить ее лидерство на рынке персональных компьютеров. В 2011 году, после смерти Стива Джобса, Тим Кук стал CEO Apple и продолжил развивать компанию. Кук сосредоточился на операционной эффективности и расширении продуктовой линейки, продолжая выпускать инновационные продукты и укрепляя позиции Apple на рынке технологий. Apple Watch, введенные в 2015 году, открыли новый рынок умных часов. Apple продолжает развивать этот продукт, добавляя новые функции и улучшения. AirPods стали одними из самых популярных беспроводных наушников в мире благодаря удобству использования и высоким технологиям. Apple активно инвестирует в развитие технологий искусственного интеллекта и дополненной реальности, что открывает новые возможности для продуктов компании. Apple оказывает значительное влияние на мировую экономику, создавая рабочее место и стимулируя развитие технологий. Продукты Apple изменили повседневную жизнь миллионов людей, став неотъемлемой частью современной культуры и технологий. Apple продолжает оставаться лидером в области инноваций и технологий, постоянно разрабатывая новые продукты и улучшая существующие. История Apple – это путь от небольшой стартап-компании до глобального технологического гиганта, лидера в области инноваций. Компания представила миру множество инновационных продуктов, изменивших индустрию технологий и повседневную жизнь людей. История Apple учит нас важности инноваций, настойчивости и умения преодолевать трудности на пути к успеху. Пример Apple показывает, что благодаря настойчивости и вере в свои идеи можно достичь великих успехов и изменить мир.